За последние годы арсенал тактико-технических действий в классической борьбе значительно обогатился. Изменились правила соревнований, борцовская схватка стала более динамичной, уменьшилось время на подготовку приемов. В этой связи широкое распространение получают рациональные тактико-технические действия, и потому очень важна и интересна сейчас группа приемов, так называемых швунгов, базирующихся на использовании силового давления соперника путем выведения его из равновесия. Очень важно также, что проводятся они практически без риска для атакующего. Швунгами можно решать в схватке различные задачи: создавать активный фон, изматывать противника, расшатывать его оборону, использовать их как средство тактической подготовки для проведения различных приемов, и, наконец, они могут являться самостоятельными, законченными техническими действиями. Для того, чтобы правильно обучать швунгам, нужно знать некоторые закономерности в их проведении. Если борец стоит в левосторонней стойке, то целесообразно его швунг проводить в направлении, указанной стрелкой. В этом направлении борец наименее устойчив. Если борец стоит в правосторонней стойке, то также целесообразно проводить рывок в направлении, указанной стрелкой. Удобным моментом для проведения швунга является момент, когда борец переносит вес тела на впереди стоящую ногу. При выполнении швунгов со средней дистанции атакующий не только работает руками, но и использует вес своего тела. При выполнении швунгов с близкой дистанции, то есть в плотной борьбе, атакующий использует защитную реакцию на выключение плеча снизу. Свой вариант швунга с захватом плеча и шеи демонстрирует чемпион Советского Союза Владимир Хатунов. Обратите внимание на направление рывка и использование атакующим веса своего тела. Удобная ситуация для проведения приема создается, когда атакующий, перемещаясь, переносит вес тела на впереди стоящую ногу. При защите от предыдущего швунга может возникнуть момент для продолжения атаки за счет смены направления рывка. Очень важна здесь правильная работа рук атакующего. Завершение швунга должно быть хлестким. Из того же исходного положения демонстрируется вариант швунга, выполняемый за счет сочетания удара в сгиб локтя и рывка с последующим протягиванием противника вниз за собой. В этом варианте швунга используется неправильное положение рук атакуемого и его низкая стойка. Аналогичный прием, выполненный рывком за обе руки. После удара в сгиб локтей атакующий придерживает руки соперника за предплечье, протягивая его за собой вниз.
При низкой стойке соперника швунг может выполняться рывком двумя руками за плечи. Посмотрите примеры продолжения атаки после выполнения швунгов этой группы. А это пример создания активного фона в схватке. Оригинальный швунг выполняет мастер спорта международного класса Манвел Саградян. Обратите внимание на мощный рывок за шею вниз на себя и одновременный толчок в плечо в противоположном направлении. А этот швунг впервые проведен болгарским спортсменом, чемпионом мира Стояном Николовым. Атакующий, выключая плечо соперника снизу и создавая силовой напор, использует его защитные действия. Здесь важна синхронность постановки ноги и рывка руками. Аналогичный прием можно провести, используя попытку противника выключить плечо снизу. Такой вариант швунга против выключения плеча снизу применял чемпион мира Ариф Нефтулаев. Помимо использования силового напора, здесь важны одновременность постановки ноги и толчка в плечо вниз под себя. Иная трактовка этого приема с предварительным захватом руки противника. Мастер спорта Сергей Авдеев в ответ на выключение плеча снизу проводит швунг за счет рывка за шею с одновременным толчком в плечо и шагом внутрь. Захватив противника за кисть одноименной руки и пытаясь выключить ее снизу, атакующий выводит соперника из равновесия рывком вниз на себя. Для эффективного проведения приема атакующий должен использовать также вес своего тела. Этим вариантом швунга можно изматывать противника, создавая активный фон. Он также хорошо комбинируется с другими приемами. Очень важно использовать швунги в конце поединка, когда наступает утомление. Это позволяет поддержать активный фон схватки и закрепить достигнутый в поединке успех.